Привет, я вот много раз проходил GTA 3, теперь время проходить и другие части. К тому же на моем стриме люди спрашивали про Vice City. Это видео прохождения GTA Vice City довольно необычным способом. Вот знаете ли вы игру Hotline Miami? Главный герой там умирает от одного-двух попаданий. Это меня вдохновило попробовать пройти GTA Vice City, не получая урона. То есть это значит, что от даже самого безобидного прикосновения к Томми Версетти он умрет. И неважно, падение ли это с определенной высоты, пуля, выпущенная из Ингрэма, или чел, который просто врезался в нас на машине случайно. У всего этого один итог – больница. Опять же, я не очень хочу растягивать вступление, но скажу, это будет очень трудно, и я поймаю очень много жалоб на АП в этом видео. Мод на одно хп в GTA Vice City будет в описании. Vice City, вдохновленный Майами 80-х, ведь на улице 1986 год. Томми Версетти, отсидевший 15 лет, выходит из тюрьмы, его босс Сони Форелли, кстати, эту банду в 2001 ждет жесточайший penetration. Так вот, Сони Форелли решает отправить Томаса на сделку по продаже стаффа в Vice City. В Liberty City Томаса все знают и боятся, и плюсом это невыгодно для мафии. Все-таки сел он за убийство 11 человек, 10 из которых были убийцы Сони Форелли, чья цель была убить Томми. Короче, прилетает Томас в Вайс, тут мы встречаемся с нашим одним и единственным верным другом на всю игру, адвокатом Кеном Розенбергом. Мы едем на сделку в доке, а сделка-то проходит с братьями Вэнс. О них хорошо рассказывается в игре GTA Vice City Stories. Тут же становится понятно, что сделка закончится плохо. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Ну так и происходит, все через жопу, ставчик и деньги воруют, а мы вынуждены бежать. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Мы едем в отель, чтобы сохраниться, а заодно побазарить Сони и рассказать о проебанной сделке. Конечно, Сони впадает в ярость после новости о проебанном деле. Теперь нам надо достать деньги, ибо сами понимаете, что будет с Томми Версетти в данном случае. Как мы видим, индикатор ХП скрыт. Я попытаюсь по максимуму не умирать и посмотреть, как долго я протяну без единой смерти. Сука! На самом деле, тут даже бронежилет можно не искать, ведь этот мод убирает смысл их использования. Берем первую миссию Кена Розенберга. Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine. And then we're gonna kill them. Нас отправляют на вечеринку, где мы явно можем что-то узнать о сделке. Ты чё, охуел обсирать мой лук? What's wrong with the way I'm dressed? Меня просят поменять костюм. Nice bike. Воруем найсбайк и добираемся до вечеринки. К слову, любое лобовое столкновение на мотоцикле летально. Полковник в отставке, ответственное лицо за ту самую сделку или просто хост вечеринки. Здесь вкратце мы знакомимся со всеми бигмен в городе, а также мы знакомимся с дочерью этого полковника, Мерседес. Не, можете даже не ожидать шутку про автомобиль. Always the charmer. I blocked down on him and then I put him in a wheelchair. Are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Блин, на такой фильм и всей семьей не стыдно сходить. Затем мы знакомимся еще и с Рикардо Диасом. Кто же это? Ну, потом вы все узнаете, если вы, конечно, не знаете сюжет игры. А пока Мерседес просит меня довести его до стрельпухи. Блин, хотел бы я такую скромную дочь себе.
Следующая миссия Back Alley Brawl. Нам нужна наводка, и причем серьезно, ибо в разведке Томми выяснил, что в городе довольно много криминала. Итак, мы попадаем на Кента Пола, который также был и в GTA San Andreas. Допрашиваем этого Кента Пола. Теперь мы знаем о каком-то поваре, кто довольно хорошо толкает став через свой бизнес. Миссия уже вызывает проблемы, так как очень легко получить один удар и сразу же отправимся в больницу. Так что после катсцены стоит немедленно сесть в машину и передавить повара. Черт, такой тяжелый бой был, блин. Тут же мы встречаем типа, которого зовут Лэнс Вэнс, брат погибшего чела на сделке, который еще вертолетом управлял, и ему тоже надо отомстить. Героям приходится объединиться, ведь иначе бы их убили вот эти ребята. В этой миссии нам рассказывают об оружии. И все, весь прикол миссии. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Блять, урод, я надеялся посмотреть, как ты будешь неумело пытаться вырулить машину с проколотыми шинами. Теперь задание запугать присяжных. Или запугивание присяжных, неважно, смысл один. Нам стоит, как нетрудно догадаться, запугать присяжных, чтобы одному хмырю из семьи Форели не дали 5 лет в тюрьме. Брать холодное оружие не обязательно, можно просто пистолет. Затем подъезжаем к одной машине и расстреливаем ее из пистолета. Дэмэдж регается и нам ее засчитывают. Затем едем ко второй, где стоит чел. Его просто один раз стреляем и он пытается убежать. Вот так, кстати, происходит ДТП. Теперь просто также расстреливаем машину. Все. Следующее задание еще более геморное, беспорядки. После него мы знакомимся с Эвери Кэррингтоном, мы его знаем. Также его можем встретить в GTA Liberty City Stories. Нас просят устроить замес на стройке. Задания Эвери Кэррингтона не обязательно, так же как и задания кубинцев и гейской рок-группы, их выполнять я не стану. Игнорируем полностью маркер для смены одежды на строительскую, не хочу как рабочий выглядеть. После этой миссии надо будет заехать в Амунацию и купить ингрэм. С ним можно быстро ходить и он скорострельный, да вообще, наверное, лучший ствол в игре для того, чтобы мансить. Затем подъехать надо к стройке, выйти из авто и ударить 4 бедолаг. Начнется резня, мы быстренько садимся в машину. Если что, можете давить кого хотите. После выполнения миссии звезды все равно снимут. Затем на тачке въебываемся в этого охранника и взрываем фургоны. Если необходимо кого-то убить, убейте двоих. Опять же, вопрос о вашей одной жизни. Если вас случайно выкинули из машины раньше времени, то можете сюда вот запрыгнуть, тут рабы эти вас не достанут. И просто теперь взрываем грузовик. После этого задания нам позвонит тот самый полковник с вечеринки и попросит нас прийти к нему. А так как нам очень важна эта сделка, мы просто обязаны явиться. Конечно же, он дает нам миссию «Подлая свинья», обещая после нее заняться нашей сделкой. Нам надо убить одного из партнеров Кортеза, Гонзалеза, известного также по игре GTA Vice City Stories. Не обязательно убивать с помощью бензопилы, можно из огнестрела. Подъезжаем к его пентхаусу и убиваем 2 уродов. Затем просто бежим за Гонзалезом и аналогично расстреливаем. Теперь садимся в машину и подбираем ту звезду. Все, одна звезда пропадет сама, миссию можно считать пройденной и едем снова к Кортезу. Следующее задание — перестрелка в молле. Первое прям пиздец какое сложное задание. Нам поручают забрать чипы для ракеты у одного француза. Тут понадобится мотоцикл PCG-600. Берем вот тут на парковке. Теперь едем в торговый центр. Вся сложность миссии в том, что нас окружают потом французы-агенты с пистолетами, которые просто стреляют со всех сторон и убивают вас очень-очень быстро. Затем поднимаемся по эскалатору и ставим байк вот тут. Ибо если поставить ближе, то он пропадет. И, очевидно, передача чипов срывается, и нам придется догонять курьера. Прыгаем на байк. И по заранее заготовленной траектории съезжаем с эскалатора. Теперь осталось аккуратно догнать курьера и спиздить чипы. Это довольно быстро у меня получается. Затем срочно нужна машина, так как если вас собьют с мотоцикла, вы умрете. Теперь просто перекрашиваемся и отвозим чипы. А вы, наверное, интересуетесь, почему у меня так мало бабла. А, не интересуетесь? Да мне похуй, я все равно расскажу. Мне пизда. А как это пройти? Нет!
Круто. Круто. Да как? Как? Bad cock. Ладно. После этой миссии лучше сохраняться, как и после каждой следующей. Следующая, кстати, ангелы-хранители. Полковник просит нас присмотреть за сделкой уже знакомого нам Рикардо Диаза. Как раз для такого Кортес приготовил для нас горячую штучку. А еще неплохой ствол. Лэнс как раз решает нам показать, на что он способен. Забавно, ведь на месте у меня появляется шкала здоровья Лэнса, и меня заставляют защищать и его. Кстати, он ни одного килла не сделал за эту миссию. Теперь смотрим на карту, и можно просто по префайру убивать челиков. Гаитян убить очень просто. Кстати, отстрелить конечность и голову в GTA Vice City гораздо легче, чем в GTA 3. Так что это еще один нерф. Дипломат с деньгами Диаза ворует, и нам предстоит догнать одного из воров, ведь первому дали ног. Тут аккуратно спускаемся и берем Тек-9, если у вас нет ингрема. У меня нет, так как я умер и не засейвился. И садимся, значит, на Санчес. Теперь аккуратно догоняем беглеца, равняемся с ним и стреляем в бок. Все, относим деньги Диазу. Он нас благодарит, и мы теперь будем брать миссии и у него. После миссии можно сесть и выйти из авто, чтобы получить звонок от него быстрее. Он нас зовет к нему в особняк на острове Старфиш, который очень напоминает другой особняк. Кстати, на протяжении игры нам будет время от времени звонить Сони Форелли. И абсолютно все его звонки можно описать одной очень старой, но актуальной для этой игры фразой. Ну как там с деньгами? Ну что, смешную шутку я придумал, не говорите, я гей. Первая миссия Диаза, погоня. Один чел крадет 3% у Диаза, и тот очень зол. Томасу поручают проследить за этим кидалой до его дома, чтобы потом убить его и всех его дружков. Подходим к дому, и тут как раз этот чел. Бежать за ним не надо, потом придется прыгать с крыши за ним, а у нас 1 хп. Так что просто разворачиваемся и садимся в машину, на которой приехали. Вот посередине он остановится, ведь там есть одна заскриптованная катсцена с бочками и взрывами. Так что проезжаем чуть дальше и шмаляем по бочке. Это резко оживляет челика, и он спрыгивает с крыши и уезжает на джипе. Осталось просто лишь проследить за ним. Все, на этом вся миссия. Следующая миссия Диаза Пномень 86. Теперь мы собираемся рейдить ту самую базу, куда нас привел чел из прошлой миссии на вертолете. Нам дают пулемет, который обязательно надо засейвить. Остров Прон. Ха-ха-ха. Какое смешное название. Кто понял, ставь себя раком. Посмотрим, сколько нас таких. Теперь просто убиваем микрочеликов из зимбовой волыны. У вертолета хп уж куда больше, чем у Томми. Теперь, когда нас сбрасывают с вертолета, нам надо запушить один дом. И тут с угла убиваем по одному всех членов банды Sharks. Вот убиваем последнего. Теперь нас забирают Лэнс, и все, миссия пройдена. Еще одна ебанутая миссия. Самый быстрый катер. Диаз хочет, чтобы у него всегда была самая быстрая лодка в Vice City. Но вот незадача. Кому-то на заказ в лодочной мастерской сделали лодку быстрее, чем которая есть у Рикардо. Поэтому нам следует пойти в лодочную мастерскую и спереть этот быстрый катер. Но вот тут проблема. Там очень много челов с оружием, а я напомню, хватит одной пули, чтобы убить вас. Примерно такая у них точность. Значит, тут можно взять ингрем, чтобы стрелять из тачки. И желательно возьмите быструю и новую машину. Затем убиваем 2 челиков из Крюгера. Пулемет не тратим. Теперь на машине влетаем в мастерскую и стреляем в стороны, чтобы убить охранников. Находим пульт управления, спускаем лодку на воду и теперь берем Крюгер. Сейчас просто надо убить всех, кто будет идти в гараж. Как только люди закончились, садимся в машину и подъезжаем к лодке. Быстро пересаживаемся и плывем к Диазу. Я поставил себе лог на 69 FPS, но лодки все равно довольно хорошо плывут.
Спрос и предложение. Финальная миссия Диаза. У него, кстати, есть какой-то фетиш на уничтожение техники. Блин, мир еще не прогнил. Все же есть еще люди, кто смотрит порнуху со слами. Мир не без добрых людей. В Vice City приезжает чел с товаром, и кто первый приплывет, забирает его. Именно для этого нужна была быстрая лодка. Кстати, Лэнс снова тут. Без каких-либо проблем обгоняем лохов на самом финише и забираем мерчендайз. Теперь мы в роли стрелка. Просто убиваем кубинцев, кто пытается отнять став. Миссия пройдена. Все миссии Диаза пройдены, осталось выполнить еще одну у Кортеза ради переломного момента в игре. Здесь нас просят оказать дружескую помощь. Мелочь, угнать танк. Херня, каждый день такое делаю. На этом задания Кортеза обязательные заканчиваются, и нам звонит Кент Пол. Встречаемся с ним и понимаем, что Диаз похитил Лэнса и собирается его убить. Камера смертников, кстати, миссия. На самом деле Томми и Лэнс уже давно подозревали, что Диаз и сорвал сделку, полковник был того же мнения. Теперь мы просто быстренько добираемся до свалки, где пытают Лэнса, и хуярим всех людей Диаза. Спасаем друга и уезжаем со стройки. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. You killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Диаз послал еще больше людей, чтобы нас гэнгбэнгнули. Но я умный и решил вот тут пойти иным путем, по которому я вам и советую срезать. И просто добрался до больницы. После этой миссии можно купить Хаймен Кондо. Я бы даже сказал, что нужно купить за 14 тысяч. Теперь мы можем сейвиться и во второй части Vice City. Я думаю, этого достаточно для сегодняшней серии. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся.